Здравствуйте! Это видео научит вас летать над водой на гидрофоиле Seafly. Накопив большой опыт обучения этому спорту, мы разработали пятишаговое руководство, которое поможет даже начинающим с легкостью овладеть навыками подводного крыла и взлететь над водой в мгновение ока. Следуя этим указаниям, вы быстро овладеете навыками безопасной езды на подводном крыле. Шаг первый. Научитесь обращаться с доской. Всегда забирайтесь на доску сбоку, чтобы не задеть ногой воздушный винт или стабилизатор. Будьте внимательны, чтобы не повредить ноги об острые кромки доски. Разместитесь в центре доски, опираясь на колени и руки. Запустите двигатель и начинайте движение. При помощи кнопок плюс и минус изменяйте скорость движения на 1 или 2 степени, чтобы почувствовать тягу мотора. Если нос доски поднимается над водой или тонет, вы слишком смещены, соответственно, к задней или к передней части доски. Найдите стабильную позицию в центре доски, чтобы доска заняла горизонтальное положение. Меняйте направление движения доски за счет плавного наклона тела влево и вправо. Перемещение веса тела на правую или левую руку заставит доску наклониться вбок и начнет поворот в желаемом направлении. Как только вы почувствуете себя комфортно и освоите основу управления доской, вы можете перейти ко второму шагу обучения и начать свои первые подъемы. Шаг второй. Езда на подводном крыле в стойке на четвереньках. Встаньте на доску на четвереньках и начните движение. Контролируйте вес тела на руках, чтобы прижать нос доски вниз. Используя кнопки контроллера, постепенно увеличивайте скорость, пока не почувствуете, что доска стала легче и более отзывчивой. У модели Seafly Easy Rider это происходит где-то на 5-й ступени, на скорости в 15 км в час. Это значит, что вы достигли нужной скорости планирования и готовы подняться над водой. Очень медленно перенесите вес тела назад, пока не почувствуете, как доска отрывается от воды. Как только это произойдет, немедленно и осторожно перенесите вес тела вперед и сядьте на воду. Повторяйте такие короткие подъемы, постепенно увеличивая дистанцию, пока не почувствуете, как доска реагирует на смещение центра тяжести. Для кругового поворота сядьте на воду и поверните доску за счет плавного наклона тела влево или вправо. Если при наборе скорости нос доски постоянно поднимается вверх, то ваш центр тяжести слишком смещен назад. Перенесите вес тела на руки. Если этого недостаточно, переставьте колени чуть вперед. Если при увеличении скорости нет отрыва от воды, это значит, что центр тяжести смещен вперед. Перенесите вес тела назад и при необходимости переставьте колени чуть назад. Скоро вы сможете парить над водой, не касаясь ее. Теперь можете попробовать плавно поворачивать, идя на крыле, за счет наклона тела в желаемую сторону. Ваши движения должны быть выверенными и медленными. Если перестараетесь, то, скорее всего, потеряете равновесие и упадете в сторону. Шаг третий. Езда на подводном крыле в стойке на коленях с прямым корпусом. Вы уже научились парить над водой в стойке на четвереньках? Если нет, то ознакомьтесь с предыдущим шагом этого видеоруководства. А если уже научились, то пора переходить на следующий уровень. Это упражнение научит вас катанию в стойке на коленях, и вы будете всего в 2 шагах от катания стоя. Заберитесь на доску и встаньте на колени, разместившись чуть ближе к передней части доски по сравнению со стойкой на четвереньках. Встаньте на колени, корпус держите прямо. Постепенно разгонитесь до скорости планирования. Для поддержания равновесия можете развести руки в стороны. Медленно перенесите вес тела назад, стараясь сесть на пятки. Как только доска оторвется от воды, распрямите корпус и снова коснитесь воды. При потере равновесия обопритесь на руки и затем снова распрямите корпус. Если нос доски постоянно поднимается вверх, попробуйте передвинуться чуть вперед. Если при наборе скорости нет отрыва от воды, вы слишком смещены к передней части доски, и надо переместиться немного назад. Повторяйте упражнения на отрыв и касание воды, пока не научитесь парить над водой на более длинные расстояния. Сначала осуществляйте повороты на воде. Когда придет уверенность во время езды на подводном крыле над водой, попробуйте плавно поворачивать в воздухе. Научившись катанию на коленях с прямым корпусом, вы будете в шаге от финала. Шаг четвертый. Катание стоя. В этом разделе мы покажем, как научиться катанию стоя без выхода на подводное крыло. Заберитесь на доску и встаньте на четвереньки в центре доски. Разгонитесь до 10 км в час. Поставьте переднюю ногу между рук и перенесите на нее вес тела. Плавно встаньте, сохраняя вес тела на передней ноге. Задняя нога передвигается ближе к корме доски.
В отличие от серфинга, ноги чуть смещены в бок от центральной линии доски, что помогает сохранять равновесие. Можно также развести руки в стороны и слегка согнуть колени. Меняйте направление движения доски за счет плавного переноса веса тела на соответствующую ногу. Когда вы с уверенностью будете передвигаться на ногах, вы готовы к полету. Шаг 5. Езда на подводном крыле стоя. Научившись выходить и ездить на подводном крыле в стойке на коленях, вы быстро перейдете к езде на крыле стоя. Стоя на доске, разгонитесь до скорости планирования. Плавно перенесите вес на заднюю ногу, перемещая таз немного назад, и доска оторвется от воды. Сразу же перенесите вес на переднюю ногу и коснитесь воды. Повторите несколько раз, постепенно увеличивая продолжительность проезда на подводном крыле. Скоро вы сможете проезжать на подводном крыле большие расстояния. Поздравляем вас с успехом! Пока не придет уверенность, можно осуществлять повороты на воде, а не в воздухе, не выходя на крыло. Повороты в воздухе требуют правильного распределения веса и стабильности. Чрезмерные наклоны в сторону могут привести к потере равновесия и падению. При потере равновесия старайтесь спрыгнуть в сторону, подальше от доски. Это поможет предотвратить столкновение с доской. Тренировки помогут вам научиться делать острые повороты и парить близко к воде, а также делать повороты на 360 градусов. Поздравляем вас! Вы стали членом сообщества SeaFly. Более компактные доска и крыло позволяют вам выйти на следующий уровень мастерства. Универсальная модель SeaFly Freerider приятно удивит вас своей маневренностью, а доска SeaFly ProRider докажет, что достигать совершенства можно бесконечно. Для получения дополнительной информации посетите наш сайт www.seafly.global. Там вы найдете информацию о наших новых продуктах и возможностях предварительного заказа, а также много другой информации. Посетите ближайший магазин торгового посредника SeaFly или фирменный центр SeaFly, где вы сможете получить первые уроки катания на наших досках.